во что бы то ни стало, не дай добраться Акетре до лунного лука. Схвати ее раньше и приведи живой. Лейла. Знакомьтесь, это Лейла, вторая жена моего отца. Что? Да, побег из Нарфаниса. Эта фраза очень коротко и ясно описывает всю предыдущую серию. Остается только один вопрос. Побег куда? Давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы бежим. Да-да, бежим, куда глаза глядят. Погрузить вещи на плечо, а потом на верблюдов — это, конечно, прикольный вариант, но, знаете, прямо сейчас наша компания даже не знает, куда бежать. Власть и Той Фэтун точно попытаются нас найти, а значит, отсиживаться где-то вблизи города нельзя, нет, категорически запрещено. Но-но-но, справедливости ради, кое-что я все-таки помню. Бармен Джамиль и леди Акетра упоминали некое, как его там, Молотово море. Якобы там мы можем найти укрытие, и якобы там Джамиль кого-то знает, кто может помочь. Я очень надеюсь, что так и есть. И раз уж мы упомянули Джамиля, то также напомню, мы прямо сейчас ждем его и Абди, пока они вернутся с вылазки по заметанию следов. Да, за нами погони, поэтому они решили взять верблюдов и запутать следы. Но, прямо сейчас ночь. Вам это ни о чем не говорит? По идее, моя смена караулить закончилась, поэтому надо позвать Сдерика. Только вот где все? Сдерик, Акетра, вы здесь? О. Фига храпит, а. Так, ладно, будить мы точно никого не собираемся. Здесь у нас ничего. Эй, Сдерик, вставай. Это не я съел, это не я съел, честно. О, боже, Лолошка, это ты. О, напугал. Что, неужели пора меняться? Да, все, давай. Твой караул, твоя очередь. Вперед! Ладно. Так, я очень надеюсь, что на твоей смене все будет точно так же, как Обалдеть, Лолошка. Это когда же успело так стемнеть-то, а? Это же сколько времени ты тут сидел и караулил? Ну, наверное, несколько часов. Ой. В любом случае, спасибо. Я так выспался. Ох-хо-хо. Мне знаешь, что интересно? Далеко еще до моря-то, а? Я ни разу не видел водного моря, представляешь? Не могу себе даже сам визуализировать, чтобы было так много воды. Ты как думаешь, раз уж боги существуют, Молотово море появилось из-за Монтуа, а? Хотя, не, этот молот выглядит как-то уж слишком маленьким, что ли. Хотя, может быть, он подстраивается под размер обладателя. Слушай, а каково это обладать двумя божественными артефактами? Скажи. Ты, слушай, я спать хочу. Чё ты ко мне пристал на сонную голову-то? С молотом все супер, а вот клинок меня напрягает. Кстати, это правда. Та самая анемия, которая постепенно ослабляет меня, это немного грустновато. Знаешь, Что это было? О! What the fuck? Что за звук? Боже, я сейчас так обосрался от этого звука, вы не представляете. Да вроде бы все чисто. Продолжим. Сдерик, 2 огня это, конечно, хорошо, но скажи, сколько еще нам предстоит найти? Ты же вроде читал об этом, да? Может быть, ты знаешь? Слушай, Сдерик, я не понимаю, почему огни хранятся у меня. Молот вообще нужно было Синдбаду отдать. Вот честно. Не-не-не, это я точно не выберу. Пусть лучше у меня, в себе я хотя бы уверен. Давайте вот это. Сколько нам еще предстоит найти? О, да, это вопросик. Мы с Акетрой всю библиотеку Хэтентепа перерыли в поисках информации. Скорее всего, мы так мало нашли, потому что Той Фэтун прошерстил там все до нас. Но все равно непонятно, как искать то, про что, не знаю, разве знаешь из детских книжек? Из детских книжек? Подожди, так это же из детских книжек. Это означает, что вы тут шумите-то, а? Леди, вы проснулись. Так ты бы еще громче разговаривал, Сдерик. Ой, слушайте, простите, леди Акетра. Я когда воодушевлен, совсем уж не могу себя контролировать. Ой, не нужно только этого, Сдерик, все в порядке. Не извиняйся передо мной. Знаете, вот что я думаю? Я думаю, что в Молотовом море должен быть огонь. О как? И откуда же у вас такая информация? Сдерик, скажи-ка мне, куда отправился наш любимый картограф?
отдохнуть и восстановиться к Молотову морю? О, то есть вы думаете, что... Именно, Сдерик. Куда бы Синдбад ни направлялся, он всегда находится неподалеку от огня. Его поиски Дидинахвамдиса, потом Шахтерские, Гизира. Говорю вам, не просто так он местом для отдыха выбрал этот курортик. Обалдеть, Так это же здорово! Угу, вот именно что здорово. Слушай, а это правда здорово на самом деле. Если Акетра права, то получается можно просто следовать за Синдбадом. Слушай, Сдерик, ты не мог бы оставить нас с Лолошкой? Я хотела с ним поговорить. Наедине. Ну да, конечно, леди. Я тогда пойду, осмотрюсь немного. Что-то, знаете, Джамиль и Абди не возвращались. Пойду. Да, Сдерик. Эй, Лолошка, подойди, пожалуйста. Знаешь, за всеми своими переживаниями я только сейчас сообразила, что меня тревожит. Куда делись мои кошки? Хотя, ладно, не отвечай. Я знаю ответ, только не говори. Если я сейчас позволю себе оплакивать их, и тем более Халиму, я совсем расклеюсь. Ой, не понимаю, почему наш мир так ужасен, а? Вот я была в мире 13, там все так прекрасно, так красиво, так хорошо. Ну сразу видно, их мир не видел таких ужасов, какие постоянно видит Миср. Ой, это... Я поспорил. В любом случае, Джамиль и Абди как-то долговато. Надеюсь, они не заблудились, а то мы тут посреди пустыни. Я удивлена, что Джамиль вообще знал про этот оазис. Слушай, а может быть он приведет сюда стражей? Эй, леди Акетра, Лолошка, едут, они едут. Ой, я прошу прощения, что отвлекаю вас, но я видел верблюдов. Абди и Джамиль, они едут. О, так это ж шикарно. Где? Стой. Реально едут. Стоп. Ой-ой, кажется, я ошибся. О, черт, Сдерик. Да, это не Джамиль. Лолошка, бери оружие! Нападай на них! Так, ладно. Акетра! Спрячься с Дериком в доме! Я с ними сам разберусь! Это ты зря! С этой девчонкой у тебя был хоть какой-то шанс, но ты его упустил. Живой нам нужна только Акетра, парни. Ну давай, так давай, что иди убейте сюда. этого Абда. О, черт, да вы че, серьезно? Ну давай! На сюда, ты посмотри, какой у меня меч! На! Так, ладно, у меня реально шикарный меч. Получай. Я им прям очень много сношу, особенно этим ядом. Слушайте, а анимация-то у них выросла? Там серебрянолицый на верблюде. Один из серебрянолицых. Так, возможно, я с ним еще смогу поговорить, пока он будет живой. Как же я их отравляю, о да. Пошел. Ах ты, моих братьев. О, нет. А ну иди сюда, я сам с тобой разберусь. Нет! Опять серебрянолицый, драка с ним! Получай! Ну, кстати, в этот раз попроще. Никаких блоков он не... Оу, ладно. Ё-моё, что как ты тебе моя делаешь? коса? Что это у тебя за атаки такие? Так, а ну-ка. Ты не посмеешь меня победить! Серьезная атака, так, нормально, не может вытащить. Ай, больно, хорошо, я понял. Тихо, нет, не попадешь. Ешь мучительной Больно, смертью. уже половину хп снял. Я ему даже половины не снял, это будет сложно. Он регенится? Чего? О май гад, это будет сложный мини-босс, я понял. Во, смотрите, Получай. пока он косу вытаскивает, его можно хорошенько побить. Ай, больно. Меньше половины. Вау. Все, хорошо. Так, теперь бей. Хорошо, все, я понял, как с ним драться. Я понял. Ой, еще и скоробея дали. Может быть, кстати, за то, что я его сейчас убью, мне дополнительно золотого дадут. Или лазотепового. Я вообще не против. Так, давай, бей. Хорош. И остается прям совсем немножко. Все. Фу. По итогу это не Джамиль и не Абди. В этом мы удостоверились. Так, а что с него выпало? Бутылочка воды, золотая морковка и письмо. Идрис, во что бы то ни стало, не дай добраться Акетре до лунного лука. Схвати ее раньше и приведи живой. В случае успеха получишь пост советника. Лейла. Угу. Сразу два новых имени, нифига себе. Так, погоди, то есть Идрис... Да, это реально серебрянолицый. Стремился получить пост советника в Нарфанисе. Ликвидирован. Так, здесь у нас пока что ничего. Слушайте, Акетра, Сдерик, если что, я вроде как все сделал. Победил. Лолошка, давай наедине. Нам нужно отправляться на поиски Джамиля и Абди. Срочно. Да, окей, только... Куда? Ой. Я тут просто...
Немножко осмотрелся, леди Акетра. Ребята, здорово! У вас верблюды, походу, устали, что-то уж они больно долгие. Но ничего, ничего, мы с Акетрой подождем. О, слава всё, Акетра богам! увидела. Вы живы! Здравствуйте, леди Акетра. Привет, Лолошка. Оп. Ах, Молодец. ах, ах, что тут у вас случилось, а? Дайте посмотреть. Куда это он? Что ты хочешь? Джамиль? Тут ты, блин, а! Мы с Абди несколько часов кружили по палящей пустыне. Потеряли все вещи. И для чего это? Чтобы узнать, что все было напрасно? Серьезно? Ах. Нет, Джамиль, не напрасно. Тут всего 3 трупа, а тех, которых мы пытались запутать, было 4. Значит, это другие. Бога ради! Мы тут с ума сходим! Собирались отправляться на ваши поиски! А вы просто начинаете общение с того, что за нами охотится не одна, а несколько групп злодеев? Ну, а что, леди Акетра, зато честно. Что им еще говорить-то? То есть, получается, еще несколько групп есть. Давайте я вам тут почищу немножко. Живы. Тушканчик. Ну, простите, леди. Мы тоже, знаешь ли, не в дружеской прогулке были. Да, леди Акетра, несколько раз мы чуть не попались. Они были сильно ближе, чем Джамиль предполагал. Да-да. Я никогда не жил в пустыне. Не умею на глаз расстояние определять. Да, ошибочка. Если что, мы увели их к другому оазису и развели там костер. Это должно сбить их с толку. Но, если кого-то интересует мнение жалкого Абда, я бы отправлялся отсюда прямо сейчас. Так, а я не против. О, Сдерик. Ой, Ханув проснулась. А у нас тут драка была. А Ханув все это время мирно спала, все пропустила. О, бедная Ханув, все это Я- смотрит. Ничего не понимаю. Я что, проспала, как на нас напали? Да не переживай, Ханув. У нас очень надежный охранник. Это правда. А теперь к важному. Мы выдвигаемся. Собирайтесь. Ну, наконец-то, уже ближе к делу, как говорится. О. Продолжаем путешествие. То есть, получается, мы победили второго серебрянолицего, но, опять же, серебрянолицый не равно золотая маска. На смену одного серебрянолицего придет другой серебрянолицый. Да, поэтому куда выгоднее как-то избавляться от золотых масок. Но мы пока что знаем Дану, Салмана Муджалида, да и все в целом. Может быть и Лейла, кстати. Что это за место? Здравствуйте. Кого это к нам принесло? Эй, хозяин, здорово. Возьми на постой наших прекрасных животинок, а? Они устали, им нужен отдых, чистка копыт. Отдельно заплачу, если хорошенько их отмоешь. Постой и уход стоит 20 утенов за верблюда в день. Так, а ну-ка, погоди-ка. Ой, кажется, с этим Акетра решил 20 утенов в день за всех вместе. Не за одного. Еще чего? Тут не вы правила диктуете, а я. Так, а я-то тут что, зачем я? Будьте благоразумны! Сейчас не сезон. Путников мало, а в вашей верблюжатне стоит один одинокий горбач. Скорее всего, ваш. Предложение моей госпожи более чем выгодно. Подумайте. Ты слышал мою госпожу. Соглашайся, не то придется работать вообще бесплатно. Так, Что? Подожди, соблазнить? Ну неужели такой статный, великолепный мужчина не согласится немного уступить моей прекрасной госпоже? Давай, наверное, не будем ни запугивать, ни соблазнять, вот так. Типа, мы по фактам его раскидаем. У тебя один верблюд, соглашайся. Я не понимаю, а в Нарфанисе все абды такие рассудительные? Ух, честно говоря, сама не ожидала. Ладно, договорились. Но копыта я за такие деньги чистить не буду. Сами этим занимайтесь. Ну вот. Это уж другой разговор. Отлично. Ребята, пойдем. Так, сколько у нас верблюдов остается? Нифига, кстати, сколько верблюдов-то? За 20 утенов. Реально, походу, не сезон. Пойдемте, ребята. Нас ждет лучшая вилла на всем Молотовом побережье. Окей. Подожди, а мы уже у Молотового побережья? То есть, у Молотова моря? Сдерик говорил о воде, а я перед собой вижу только песок. А, ну может быть с другой стороны, кстати. Насколько это место... реально вода, офигеть! Блин, проспойлерил картой, ну как же так, а? Это надо было вживую увидеть. Ща. Вода, Сдерик, смотри. Ща, по-любому он что-нибудь скажет про это. Сдерик такой, нифига себе, водичка! Давай, это что, у нас пляжный отель? Так, фиолетовый шатер.
Кто-то да это говорит. Там у нас еще кто-то стоит. Какой-то усатый спасающий или кто? Блин, прикольно. Еще одно место, в котором можно даже прокачаться. Вау, тут статуя бога фараона. Ребята, мы приехали не спасаться, а отдыхать. Пипец, сколько тут новых торговцев-то. Так, это отдыхающий, просто в ресторанчике кушает, да? Продавец. Я потом обязательно все это осмотрю, посмотрю. Еще отдыхающий. Может быть, кстати, поговорить можно? Ладно, хотя потом. Сейчас не будем отвлекаться на это. Да, слушайте, это реально пляжный отдых. Там даже медуза плавает. Ой, сейчас иду. Батюшки, кого я вижу? Сына, ты ли это? Ты... Чего это ты? Не рад меня видеть, что ли? Иди, Джамилька, обними меня. Эй, тише. Я же с друзьями. Они еще подумают, что ты моя настоящая мама. Ну зачем ты так? А ты бы что, этого не хотел? Ха-ха. Еще как бы хотел. Иди сюда. Ой, полегче. Ребята, знакомьтесь, это Лейла. Вторая жена моего отца. Заменила мне маму. Твой отец недостоин этого звания. Мерзкий, жалкий мужичок. Слушай, Лейла, можно мои друзья остановятся в твоей вилле? Пожалуйста. Конечно. Друзья моего сына, мои друзья. Да. Если что, это леди Акетра и ее слуги. Да ладно, батюшки, та самая Кетра. Вы же учились вместе, я помню. О, леди Акетра, я помню тебя совсем малюткой. Вот такой малышкой была. Но при этом всегда такой деловой. Я всегда знала, что из тебя выйдет толковая девчонка, это точно. Это... Уф. Ну, понятно. Про тебя, Кетра, уже даже истории ходят. Даже у нас. Что ты со своими абдами хорошо обращаешься. Это правда? Не отвечай. Это правильно. Абды тоже люди. Хоть большинство и не хотят этого признавать. Пойдем. Покажу вам дом. Так, подожди, а то, что у нее имя Лейла, это не просто тут в письме. Может быть, это просто совпадение? Ее тоже зовут Лейла, и нас пытаются Вот, запутать? располагаемся. Это мои хоромы. Если что, Лейла купила эту виллу, когда отец умер. Так, хара. Единственное хорошее, что этот прохвост после себя оставил. Его у Тенов хватило на это местечко, так что вот, я сдаю его. А на полученные деньги живу. Приходится ютиться в маленькой комнатушке и подрабатывать служанкой в своем же доме. Но я не жалуюсь. Всегда мечтала жить у водного моря. У меня здесь и голос стал почище, и глаза заблестели ярче. Ай да Лейла, ну красотка. О, хара, Джамиль. Знаешь же, как смутить даму, а? Ладно, вы тут располагайтесь. Я мешать вам не собираюсь. Сезон уже почти закончился, так что вряд ли бы я кому-то смогла этот дом сдать. Так что у Тенов мне ваших не надо. Живите сколько хотите. Ух ты, Лейла, большое вам спасибо. Я очень рада встретиться с вами после стольких лет. Взаимно, Акетра. Подожди, а я записку-то? Что насчет записки? 100 лет тут уже не бывало, а? А? Подожди, прямо-таки 100? Джамиль, а сколько тебе лет, а? Ты чего это? Это ж просто выражение такое, Акетра. Ну да, выражение. Я прошу прощения, а где здесь кухня, если что? Я так соскучился по нормальной горячей еде, вы не представляете. Сдерик, ты чего? Мы же всего несколько дней в пути. Да ладно тебе, что ты, Абди. Сдерик, пойдем, покажу. Так, ну ладно. Если вы на кухню, я тогда узнаю у госпожи Лейлы, где можно взять швабру. Возьму на себя уборку. Эй, Лолошка, а ты сходишь со мной на море? Я так давно не была на море. Окей, да, ладно. А на сколько мы здесь, интересно? На пару дней? На несколько десятков серий? Или теперь это наше основное место проживания? Я просто все это время как бы хочу сказать, что
в этом письме есть обращение от Лейлы. Мне кажется, что сценаристы просто пытаются нас, скажем так, типа запутать, да? То есть они хотят сделать так, что мы подумаем на эту Лейлу, а на самом деле есть другая Лейла, которую просто, ну, точно так же зовут. Либо тут намек на то, что я слишком слепой и не прочитаю до конца, но я прочитал. Я вижу эту Лейлу. Так, а вообще, да, давай, пойдем. О, ура! За мной. Так, сейчас мы как раз посмотрим на Молотово море. Я, честно говоря, думал то, что это местечко поболее. А, нет, мы же остановились чисто у виллы. Это... Ой, я не телепортировал. Морской бриз. Как давно он не игрался с моими волосами. Знаешь, а я ведь в какой-то из соседних деревень нашла Хануф и Халиму. Прям неподалеку. Каково это, бедняжке Хануф, вернуться в родные места без Халимы? Я и подумать не могла, что мачеха Джамиля живет здесь. Кстати, а ты-то ее откуда знаешь? Я не могла не заметить, как ты напрягся чуть ли не с того момента, как увидел ее. О, так ты... Ого! Такое письмо. Да мне просто не нравятся ее манеры. Плюется, ругается, как бывалый матрос, представляете? Акетра, я должен тебе кое-что показать. Я нашел это в карманах Серебрянолицего, который напал на нас. Протянуть записку. Да слушайте, знаете, я просто нервничаю. Это никак не связано с Лейлой, да. Странно, что здесь не кубик типа солгать. Ну, давайте протянем записку. Само собой. Так, вот она. Возьмите. О, ну-ка. Идрис... Лейла. Не может быть. Нет. Тут же наверняка какая-то ошибка. Я знаю эту Лейлу столько лет. Это... Нет, знаешь, это точно какая-то другая Лейла. Да, я уверена в этом. Так, а я точно так же думаю, честно говоря. Что? Не собрать? А, ну, окей. Однако, знаешь, вот эта часть в письме про лунный лук меня очень заинтересовала. В одной из моих любимых сказок говорилось, что у богини смерти есть волшебный лук, с помощью которого она может насылать молнии на людей. В сказке говорится о том, что люди изо всех сил старались угодить Кнефмтити, чтобы она, ну, не выстрелила из своего лука. И тогда богиня поняла, что ее почитают из-за страха, а не из-за любви к ней. И решила навсегда спрятать свое оружие, чтобы оно больше никогда не угрожало людям. И спрятала она его под толщей воды, да такой, чтобы никто, даже она сама, не могла до него добраться. Знаешь, мне нравилась эта сказка, потому что в ней даже богиня смерти хочет настоящей любви. А толщу воды я себе в детстве представляла в виде огромной кружки. Как думаешь, Молотово море подходит под толщу воды, а? И как же все-таки туда нырнуть-то? Если ты мне задаешь это серьезно, то я не знаю. Может быть, мне что, не знаю ответить? Ну, или, подожди, подходит по толщу? Да, наверное. Что происходит? Синдбад. Чёрта. Даже не знаю, как на это реагировать, Да. честно говоря. Ладно, давай по-другому. Эй, Лолошка, ты тоже это видишь? Да, я это более чем прекрасно. Ага, я тоже это вижу. О боже, этот Синдбад. Ну... Очень интересно, очень интересно. Что происходит, Синдбад? Ай, друзья мои, как же я рад видеть-то вас! Но что вы тут делаете? О, Синдбад! Нас всех внесли в список! Да... Подожди, чего? О, слушайте, Акетра, мне очень жаль. Да ничего страшного, Синдбад. Это было ожидаемо. Очень ожидаемо. А ты? Как тут? Нашел очередной огонь? Да, чего? Не, разве тут есть огонь, леди Акетра, вы что? То есть ты сюда явился не за лунным луком, да? О, нет, да вы же видели, в каком состоянии был после Гизира, вы чего? Я сюда заявился здоровье поправить и отдохнуть от всех этих, ну, поисков, да. А то они каждый раз по больным местам меня бьют, вообще надоели. Ой, боже. Такие, значит, говорите, лунный лук, да? Интересно, нет, ничего такого не слышал.
кажется. А я думала, ты про все огни что-то знаешь. А как же? Поэтому до сих пор не нашел ни одного. Ну, кроме молота Монту, конечно. Но даже его нашел Ложка, а не я. Но ничего, ничего. Мужчина видит цель. Мужчина идет к цели. Синдбад, ты, главное, препятствие, перестань спотыкаться. Вот ему сфера моя такая же. Да не верит меня, да не верит. Мусфира? Слушай, Синдбад, а это случайно не та, которую ты уже кучу лет не видел? Да что ж вы... Так все, я не намерен больше это терпеть. Акетра, вы же сейчас свободны, да? А, что? Ну, да, вроде бы. Ну вот и все тогда. Идемте со мной. Я расскажу вам историю моей любви с самого ее возникновения. Отказы не принимаются. Ладно. Лолошка, встретимся и обсудим наш план позже, хорошо? Подожди, то есть я не... я думал, меня тоже приглашают. Ну, вообще, кстати, мне он рассказывал про Мусфиру, про то, как она его высмеивает и так далее. Он решил ей доказать то, что он найдет все огни, и тогда Мусфира выкусит, и бла-бла-бла. Ну как же он крался. Блин, без шуток, Синдбад самый комичный и самый веселый персонаж. Мне он так нравится. По итогу, Акетра тоже думает о том, что это другая Лейла, и вряд ли это та, которая типа мама Джамиля. Так, интересно, а Синдбад в итоге живет... Ну-ка, интересно, если подойти. Ну так вот, я о чем и говорю. Именно в момент, когда она висела на заборе с целым мешком яблок и отчаянно пыталась отцепиться, ну, пока фермер не заметил наше воровство, я понял, что окончательно пропал, что мое сердце навсегда принадлежит ей, Мусфире. О, фига. Побольше подробностей узнаем. Больше ничего? Ну ладно. Давайте хотя бы немного осмотримся на этом Молотовом море. О, какие фонари. Красиво. Стоп, что это? Это статуя, мне показалось, человек стоит. Так, в итоге, пляжный сезон закрыт, но тем не менее мы сюда прибыли. Прошу прощения, продавец, что вы продаете? Ой, слушайте, а дешево, если так подумать. Ягодный матча-латте. Наверное, я ничего не буду приобретать. Мне пока есть куда деньги сохранить. Здравствуйте, поболтаем? Нет? Не поболтаем. Кушайте. Таки пойдем осмотримся, куда мы прибыли, где мы будем обитать. Вот это вход, да? Вилла звучит как большой дом. Джамиль и Хануф болтают. Сдерик на кухне. Да, поговорить мы ни с кем не можем. Жаль. Сюда попробуй. О, можно зайти. Что-то кладовка. А здесь спать можно. Блин, а интересно, а какая моя комната? Ты посмотри, сколько здесь паутины. Если я буду спать там, то... Это в целом больше, чем та квартира у... Акетры, или что, комната, но тем не менее там паутина не убрана. Абди, приберись, пожалуйста. Так, здесь можно по крышам бегать. Что-то мне подсказывает, что в будущем это еще сыграет роль. Типа мы сбежим по крыше или что-то подобное. Большая вилла. Выглядит как вилла под сдачу. Но на этом Молотово море не заканчивается. Здравствуйте, отдыхающие. Скоро все море заполнит ядовитые медузы, и сезон закончится. Все как обычно. Вот почему сезон заканчивается. А я думал, потому что типа холодно становится, но при этом это же Египет. О каком холодно здесь может быть речь? Я могу плавать? О, реально медузы, кстати. Фига, как продумано. То есть даже слова отдыхающих как-то соотносятся с тем, что происходит здесь. Здравствуйте. Ой, в смысле, я хотел поговорить. Мы собираемся возвращаться в Нарфанис уже завтра. Но у нас нет денег на верблюдов. Ой, и как же вы собираетесь возвращаться-то? Скажите, что... Интересно, сколько стоит прикупить здесь небольшую виллу? Дорого, наверное. Так, ну то, что мы здесь сможем прокачиваться в будущем, наверное, означает, что мы тут останемся на какое-то время. Молотово море, я так понимаю, это не просто вот эта вилла, это много-много вилл, которые разбросаны по всему побережью, и в будущем мы что-то найдем. Вот, кстати, что это? Что-то есть, но это дальше по сюжету. Сейчас мы спойлерить себе это явно не будем. Что ж, как вы понимаете, постепенно расселяемся. Мне нравится то, что Синдбад сменил одежду. Она ему больше идет, чем предыдущая. Придут ли за нами туифы-тунцы? Придет ли за нами власть? Мы узнаем об этом уже в следующих сериях. Очень надеюсь, что вам нравится, как развивается сюжет. Мы буквально каждый выпуск не сидим на месте. Такого не было ни в одном сезоне. Удивительно. И каждый раз какие-то новые глобальные постройки. Вау! Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про подписки, потому что это очень сильно мотивирует нас, всю команду. Ну и меня, как просто автора этих роликов. Долго болтать не будем. Если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка, болтающий Синдбад и Акетра. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.